Друзья, вы все эти пословицы исторические наверняка знаете. «Со щитом или на щите», «Приди и возьми», «Если ваши стрелы закроют солнце, мы будем сражаться в тени». Ну и классическая, голливудская, правда уже, это Спарта. Да, сегодня мы поговорим о Спарте, о таком настоящем государстве воинов. Государство, которое все было бесконечно милитаризовано, где все было подчинено одной целью – учить, растить, рожать воинов и завоевывать земли. Сегодня мы поговорим о Спарте. Здравствуйте. Географически Спарта находилась на территории Лаконики, и сами спартанцы называли себя Лакедемон. И, собственно говоря, вот когда вы слышите лаконичная речь, это была речь спартанцев. Что значит лаконичная речь? Это достаточно острая, скупая на эпитеты, точная по формулировкам речь, которой по историческим легендам, опять же, изъяснялись спартанцы, и которой речью этой они владели так же хорошо, как и мечом. Опять же, известен, когда все, что мы сегодня будем обсуждать, известно он в основном не по историческим источникам, а по вот этой исторической мифологии, потому что все-таки речь сегодня у нас пойдет о событиях, которые случились, друзья мои, до нашей эры. Так вот, возвращаясь к лаконичной речи, спартанцы умели так коротко, остро поразить, значит, собеседника, в частности, уже в конце спартанской эпохи, когда правитель Македонии придет под стены Спарты и отправит им сообщение: если я возьму ваш город, я срою ваши стены, я разрушу ваши башни, если я убью ваших людей, если вы не сдадитесь, если то, если сё. И спартанцы ему в ответ ответили одной фразой: «если». Люди говорить умели. Ну, в тот же момент существуют опять историческая такая полуисторическая мифология о том, что на самом деле лаконичная вот эта сухая речь спартанцев была от того, что люди, они были необразованные совершенно. Жители Афин смеялись над их ограниченностью, считали их людьми тупыми солдафонами, и что они изъяснялись лаконичной речи не от того, что они такие остроумные и скупые на слова были, а просто они тупо были людьми, не особо разбирающимися ни в чем, кроме войны. На самом деле Спарта как полис, как мы понимаем, Древняя Греция — это много-много полисов, да, то есть полисы, что такое полис? Это город, да, город-государство, и вот название мегаполис — это большой полис, собрание нескольких городов, которые объединяются в одно государство. Так вот, Спарта была таким классическим древнегреческим полисом, классическим в смысле той эпохи, но не классическим с точки зрения управления, обычаев и порядков, заведенных в этом городе. Спарта достаточно хорошо расположена стратегически, это плодородная долина, хотя, опять, да, мы сейчас, когда говорим о Греции, мы представляем плодородную такую землю. На самом деле греческая земля не столь плодородна, те, кто были в Греции, они это знают, вино производится, оливы растут, но, что называется, не везде. Именно поэтому, например, Афины, которые будут вечным соперником Спарты, они строили свой флот, и они путешествовали на этом флоте, они завоевывали города, они торговали с другими городами, они путешествовали во всей акватории Черного и Средиземного морей, и, собственно говоря, одной из базовых вещей вот этих афинских путешествий за моря — это был захват земли для того, чтобы растить там пшеницу и привозить в метрополию. Здесь же, собственно говоря, лежит такое первое зерно геополитического термина, геополитической терминологии, которой мы по сегодняшний день оперируем, что есть вот страны морей и страны суши. Вот, например, Великобритания — это страна, тяготеющая к морям, да, потому что она вся окружена морями, и стратегическую ставку она всегда делала на флот. Россия, наоборот, страна земли, она выход к морям получила довольно поздно, и у нее всегда была сильная сухопутная армия. То же самое и здесь. Спарта — это, в общем-то, государство, которое полагалось в большинстве своих военных действий на пеший строй. Даже конницу они использовали редко или практически не использовали. Стратегический город хорошо был расположен, достаточно плодородная долина, со всех сторон окруженная горами, что давало
потрясающее преимущество, Спарту было трудно осаждать. До ближайшего порта было там порядка 50 километров, что довольно далеко. То есть Спарта непосредственного выхода к морю, как Афины, да, у которых есть вот порт Пирей, она не имела. И поэтому развивались они по-разному с точки зрения географического положения. Друзья, я в своей жизни реализовал много бизнес-идей и запустил ряд очень успешных проектов. Работал я всегда только с профессиональными командами, людей из которых я сам искал, потому что запустить что-то без единомышленников просто невозможно. Поэтому, если у вас сейчас есть супер крутая идея и вы в поиске лучших специалистов, в помощь вам придет банк для предпринимателей и предприятий. Банк. Точка запустили сервис .network, который поможет вам найти новые бизнес-связи, партнеров, экспертов и даже подрядчиков. Работает очень просто и эффективно. Смотрите как. Вот здесь вам необходимо заполнить анкету, указать профессиональные задачи, которые вы хотите решить, и сервис подберет вам подходящих собеседников. Каждую неделю вам приходят контакты 6 собеседников, которые хотят пообщаться. Вы сами договариваетесь об удобном времени и формате встречи. С точкой Network можно развить свое дело, вырасти профессионально, найти вдохновляющих собеседников или самому присоединиться к интересному проекту. Не теряйте время, находите единомышленников с точкой Network. Ссылочка в описании, переходите. Откуда взялось это государство воинов? Спартанцы пришли в Лаконику, они захватили ее, они подчинили себе соседние территории, они завоевали Мессинию, это область к западу от Лаконики, и всех практически неубитых ими жителей этой территории обратили в рабов. И вот это будет таким краеугольным камнем спартанского общества. Спартанцы будут делиться на 3 категории. Спартиады — это граждане Спарты, спартанцы. Люди, которые с детства обучены воевать, и до 60 лет их основным занятием будет только война. Вторая категория — это периейки, это свободные граждане, но они не имеют прав спартанцев. Они занимаются ремеслом, они занимаются торговлей, они занимаются кузницей. Ну, то есть вещами, которыми нормальный мужчина-спартанец в понимании спартиадов заниматься не может, потому что это, в общем, дело довольно позорное. И следующая категория, самая большая, это категория илотов. Это рабы или крепостные. И вот, собственно говоря, все люди, которых захватывали спартанцы в плен, они становились в основном рабами. И вот эта связка илоты, спартиады, она будет существовать на протяжении всей истории Спарты. Спарта будет подчинять себе народы, обращать их в рабов и следить за тем, чтобы количество илотов не превышало по разным источникам 300 тысяч, по каким-то источникам 500 000, потому что вот уже перейдя этот рубеж, если рабов будет больше, вооруженные спартиады с ними не справятся. И, собственно говоря, это вот тоже так себе ребус. Значит, мы делаем жизненной целью государства постоянную готовность даже не к войне, а к восстанию собственных рабов. Для этого мы захватываем другие территории, еще получаем больше рабов и еще больше боимся, что они восстанут. Понятно, что рабский труд — это труд непроизводительный, потому что раб никогда не будет работать так, как свободный человек работает за оплату. Но тем не менее, вот эта система существовала, и, собственно говоря, забегая вперед, в обучение мальчиков спартанцы закладывали вот эту базовую историю всегда быть готовым убить раба, потому что рабы плетут заговоры, илоты постоянно готовы к заговору, и мальчики должны были с 12-летнего возраста за илотами следить. Что они там говорят? Как они подговариваются, не зреет ли где-то бунт, вычислять самых здоровых рабов с точки зрения физической силы и убивать их, чтобы они не были вожаками этих восстаний. А восстания илотов случаются постоянно по всей истории Спарты. Илоты спартанцев ненавидят, потому что к ним относятся как к скоту, и постоянно грозят этим бунтом, и эти бунты случаются постоянно. Один из важнейших периодов, одна из важных исторических век в истории Спарты — это реформы Ликурга. Историография Ликурга долгое время считала мифическим существом. То есть, что это был не человек, а это был человек из мифов. Скорее всего, может быть, он даже относился к сонму богов. Но вторая часть историков считает, что это была вполне себе историческая личность. Он был из рода царей,
Он был наставником то ли одного из царей, то ли одного из племянников царей. И вот постепенно этот, значит, Ликург покинул Спарту, он много путешествовал, был на Крите, был где-то еще, набирался всяким премудростям за рубежами Спарты. И когда он вернулся в Спарту, он приступил к своим знаменитым реформам, потому что на период его, это 8 век до нашей эры, напоминаю, на период его возвращения в Спарте были достаточно тяжелые времена. Между царями была междоусобица, общество было неспокойно, рабы грозили восстанием, в общем, в стране никакого порядка не было. Когда я говорю, что между царями была междоусобица, здесь важно отметить вот что. Уникальность спартанского общества состояла еще и в том, что в Спарте было 2 царя. Всегда. Они, значит, были из рода Гераклидов, то есть они были потомки легендарного Геракла, и они правили вдвоем. По одной легенде они были из разных ветвей рода Гераклитов, по другой легенде они были этнические из разных родов, но тем не менее у Спарты было 2 царя, это очень важно. Цари эти управляли войском во время войны, они были главными жрецами по отношению к верховному божеству, к Зевсу, и в какой-то момент было принято, вот уже как раз после Ликурга, было принято решение, что когда начинается война, один царь остается в Спарте, чтобы следить за городом, за государством, а второй отправляется рулить войсками, потому что когда 2 человека занимаются одним и тем же, между ними случаются скандалы. И, собственно говоря, вот эти вот междоусобицы, трения, как угодно их назовите, породили реформы Ликурга, который, в общем, достаточно четко начал реформировать спартанское общество. Цель у него была одна — сделать Спарту более боеспособной. Что такое военное общество? Военное общество — это определенное количество людей, которое постоянно должно готово быть драться за свою страну. Что это значит, говоря простым человеческим языком? Это значит, что у этих людей никакой мирной жизни быть не должно. Из чего состоит наша с вами мирная жизнь? Из стакана с чаем, из какой-то мебели красивой, из квартиры, из дома в тот момент, из увлечений. Мы смотрим кино или ходим в театр. Тогда люди смотрели на какие-то спортивные мероприятия или пили вино. Ну, в общем, люди жили обычной жизнью в Афинах. Но не в Спарте. В Спарте вся мирная жизнь считалась уделом недостойных. Во-первых, основополагающее, что сделал Ликург, он построил общество равных. Даже цари были равны обычному спартанцу. Заключалось это в чем? Да, собственно говоря, во всем. Значит, первое, никакой роскоши. Общество должно быть показательно бедным и показательно бедным для всех. То есть и царь, и обычный спартанец не могут обедать или ужинать дома. Они должны есть в общественных столовых. Еда грубая и примитивная. Одежда грубая и примитивная. Керамика, которая есть в городе, грубая и примитивная. Монета, это в Афинах она какая-то золотая, а у нас она будет неудобная, железная. В общем, все, что являлось предметами роскоши, даже дом ты свой мог строить только топором и пилой, чтобы не было никаких попыток сделать какое-то каменное зодчество, что все было очень грубо и примитивно, но все одинаково для всех, чтобы не вызывать никакой ревности, не вызывать никакого стремления к богатству. И, в общем, долгое время даже в Афинах считалось, что Спарта вот это образец общества равных. Вот есть, значит, эти жители Спарты, у них есть, конечно, рабы, которые живут как скот, но вот Спарта — это общество равных, общество, презревшее роскошь. Когда я говорю, например, про пить вино, что делали спартанцы? Они напаивали элотов, напаивали рабов, заставляли их танцевать и петь непристойные песни и показывали юношам: вот это рабское быдло, вот так себя вести нельзя. А нормальный спартанец должен с утра до ночи тренироваться. Друзья мои, я никогда не скрывал и не буду скрывать тот факт, что я большой кофеман. Во-первых, я люблю вкус хорошего свежезаваренного кофе. А во-вторых, в том ритме, в котором я живу и работаю, без кофе реально невозможно. Что же касается по-настоящему хорошего кофе, то я советую всем интернет-магазин свежеобжаренного кофе
Tasty кофе. Tasty кофе — самый большой выбор кофе, который только может быть. Все зерна только свежего урожая, которые доставляются из Африки, Америки и Азии. Современное технологичное производство позволяет сохранить вкусовые свойства свежего зерна и раскрыть вкус каждого лота. Сама же обжарка происходит каждый день под ваш индивидуальный заказ. За каждые 6 пачек кофе вы получаете подарок от компании. А если кофе вам не понравится, Tasty кофе вернут деньги. Для заряда бодрости я лично от себя вам дарю скидку на 15% по промокоду Минаев. Переходите по ссылочке в описании и берите кофе только в Tasty кофе. Как была устроена экономика этого общества? Понятно, что общество очень радикальное. Все земли были разделены на 9 тысяч клеров, это земляной надел, и согласно жребию, каждый спартиат, каждый свободный житель Спарты получал по одному клеру. И лоты за этими клерами ухаживали. Они пашут землю, они сеют пшеницу или там сажают оливы, сажают виноградники. В общем, они обрабатывают этот клер. Клер продать нельзя, и еще его нельзя продать без элотов. То есть элоты, рабы, закреплены за твоим земляным наделом. Фактически это крепостное право. А вторая категория — периеки. Это не рабы, это свободные граждане. Но все равно это граждане, которыми спартанцу быть было неприлично. Потому что чем они занимались? Они лично свободны, но могли заниматься ремеслом, торговлей, могли избирать какое-то свое самоуправление. В любом случае, периеки — это люди, которые были людьми второго сорта. Вот первый сорт — это каста воинов. В касту воинов отбирали мальчиков 6 лет. Вообще, надо сказать, что воспитание спартанцев было жестокое. Считается, что и мальчики, и девочки воевали в спартанском войске. Это не так. Воевали, конечно, только мужчины. Вот, положение женщины в Спарте было достаточно свободным. Ее нельзя было против ее воли выдать замуж, она должна была сама выбрать мужа. Но там тоже были странные вещи, да, поскольку все-таки жена — это тоже мирское какое-то, да, недостойное воина занятие. У двух братьев могла быть запросто одна жена, потому что, ну, так, в конце концов, удобно и дешевле. Вот, поэтому это вообще не считалось чем-то зазорным. В 7 лет мальчика забирают из семьи, мальчика ставят в отряд, его воспитывают в невероятной жестокости, бьют, пытают, учат бить и пытать илота, то есть своего раба. И раб — это самый главный враг спартанцев, он в любой момент может восстать, поэтому все это общество, вот, если позволите, илотоцентрично, да, оно постоянно живет в опасении того, что рабы восстанут. Соответственно, мальчики проходили обряд инициации. Это была специальная охота. Но охота не на животных, а охота на илотов. Когда рабы выпускались в поле или, значит, в рощу, и за ними начиналась охота. Если ты смог догнать и убить раба, значит, ты эту инициацию проходил. Нет, ну, значит, тебя там плетьми били, и дальше проходил новый курс обучения. К 20 годам юноши получали частичные права, к 30 полные права, и считалось, что спартанец должен воевать до 60 лет. Девочки тоже воспитываются в воинском ключе, они делают физические упражнения, занимаются гимнастикой. Замуж они могут выходить не раньше 18 лет. Здесь надобно остановиться на мифологии, что если рождались хилые дети у спартанцев, их сбрасывали со скалы. Долгое время этот миф жил, и вот более поздние уже раскопки 20 века под этими горными хребтами, под утесами, там были найдены кости 20-летних, 35-летних, 18-летних людей. То есть очевидно, что со скалы сбрасывали преступников. Никаких детей оттуда не сбрасывали. Но миф красивый, что рождался немощный ребенок или рождалась девочка, значит, ее сбрасывали со скалы. Ну, в общем, это, конечно же, такой исторический ужастик. Как я уже сказал, спартанцы настоящие занимались только военным делом. Это не то, что было вот в обществе так заведено. Остальными занятиями было заниматься законодательно запрещено. Мужчина, спартанец, может заниматься только войной. В общем, это отразилось на демографии, потому что вторая половина 7 века спартиадов было около 9 тысяч, а к середине
IV века снизилось население до 1000. Ну, понимаете почему. Во-первых, очень замкнутая диаспора. Во-вторых, диаспора – нация, да, не диаспора, нация, все время воюет. Она постоянно теряет мужиков. И сокращение населения происходит естественным образом, потому что ты же не можешь расширять население за счет того, что ты рабов делаешь свободными, как Афины будут потом делать, да. Ты все время варишься вот в этом спартанском котле. И, собственно говоря, это реформы Ликурга, как они вознесли спартанское общество, такие же они и мины замедленного действия в него заложили. В общем, эти реформы и станут потом, через несколько столетий, нанесут трещины Спарте и в конечном итоге Спарту уничтожат. Государственное устройство Спарты тоже было достаточно интересным. Как я вам уже сказал, существовало 2 царя, но в Спарте не было тирании, то есть абсолютной власти царей не было. В Спарте существовало после реформ Ликурга народное собрание. Апелла – это верховный орган власти. Оно до Ликурга существовало. И, собственно говоря, все вопросы решались там методом крика. Ну, кто-то говорит, например, будем сегодня там, вот что будем все-таки, там чай, условно говоря, продавать или кофе. Кто громче крикнул за чай, кто громко крикнул за кофе. По саунд вот этому балансу определяли, значит, за что голосует народ. Но это все было, собиралось это собрание нерегулярно, и поэтому, в общем, когда ты какой-то государственный орган делаешь нерегулярным, он не работает. Вот после Ликурга Апелла начала собираться регулярно и на постоянной основе. Кроме того, Ликург учредил Геруссию, это совет старейших геронтов, их было 28 человек. Геронты — это спартиады старше 60 лет, то есть это деды фактически, которые управляли государством. Почему 28, хотя вы в Википедии, наверное, увидите 30? Потому что еще 2 царя существовало в Спарте, как я вам уже сказал, они тоже в эту Геруссию входили. И вот этот совет старейшин, он, собственно говоря, избирался пожизненно, деды сидели пожизненно и пожизненно управляли Спартой. Как я вам уже сказал, цари, естественно, тоже на всю жизнь руководили Спартой до своей смерти. Потом царей позже стали изгонять за какие-то проступки, трусость или предательство, но вообще, в принципе, царь пожизненно управлял. Они были верховными жрецами Зевса, но, в общем, политической власти абсолютной в Спарте не имели, потому что были ограничены советом старейшин. При Ликурге появились эфоры, это должностные лица. Кто-то говорит, что они при нем появились, кто-то говорит, что вследствие его реформ, кто-то говорит, что после его реформ. Тем не менее, это тоже важный наблюдательный орган. Наблюдатели, 5 эфоров, у них были контрольные функции, они могли отстранять любое должностное лицо от власти, даже царя. Они наказывали штрафом за несоблюдение спартанских обычаев и каждые 9 лет следили за звездами. Если они видели падающую звезду, это был ужас, потому что это значит, что грядет отстранение царя. После этого отправлялась делегация в Дельфы, к Дельфийскому оракулу, и там у оракула, у Пифии они спрашивали прорицание, что эта падающая звезда значит. Про Дельфийский оракул надо тоже чуть подробнее рассказать. В Дельфах находится храм Аполлона, и, собственно говоря, это является такой... Как бы это сказать-то на современный язык? Это такая живая Google машина. Ну, вы условно сейчас забиваете, вы находите дома какие-то таблетки. Что это за таблетки? И Google вам дает ответ. Вот, собственно, Дельфийская Пифия, если примитивно объяснять, она давала такие же ответы. Со всех греческих городов, со всех полисов приезжали посольства. И спрашивали там, царь этого полиса хочет жениться, или хочет пойти войной, или хочет узнать, когда он умрет. Он давал щедрые дары этому храму, и в храме Аполлона хранились, в общем, сокровища многих городов-государств, от Афин до Фив и всяких других городов. И, собственно говоря, после этого Пифия, это была женщина, она могла быть любого рода, знатного, незнатного, ее избирали, главное, чтобы она была целомудрена. Она в золотом платье, значит, с венком, пила из специального источника, потом жевала лавровый лист, потом вдыхала благовоние, значит, треножного такого светильника, приходила в полунаркотический экстаз и начинала бормотать. Вот. Причем бормотала она всегда по-разному, кому-то она бормотала довольно точно. Одному царю
Я не помню его название, его имя, потому что, в общем, к сути нашей истории это отношение не имеет. Пришел царь, государь одного из полисов и решил подколоть Пифию и сказал, значит, я потерял коня, где мне его найти? А она ему говорит, коня найдешь через год, но, в общем, ничего хорошего это тебе не принесет. Через год царь нашел свою смерть в городе, название которого переводилось как «конь». Вот такие вот вещи. Ну и, собственно говоря, вот все города-государства, прежде чем идти на войну, прежде чем принимать реформы, они к Дельфийскому оракулу направляли посольство. Собственно, Ликург, когда приступил к своим реформам, Дельфийский оракул предрек. Пифия предрекла, что это будет лучший из мужей, он сделает лучший свод законов, которому надо следовать. В общем, вот эти законы, которые принял Ликург, они сделали построили абсолютно радикальное милитаризованное общество. И с одной стороны, кто-то, как я вам уже сказал, приводили Спарту в пример другим, но в самой Спарте большая часть граждан считала, что такой радикализм нафиг вообще не нужен. И по легенде, Ликурга изгнали из города. Один из спартиадов выбил ему то ли палкой, то ли камнем глаз. То есть он еще при жизни пострадал. Но легенда гласит, что в общем общество стало жить по законам Ликурга, Спарта стала возвышаться. И вот тогда Дельфийский оракул предрек, что Спарта будет жить по законам Ликурга, и если она будет их соблюдать и не нарушит их, то все будет хорошо. И Ликург, чтобы, значит, Спарта не имела возможности при его жизни от этих законов отказаться, уморил себя голодом, чтобы таким образом законы были вечны. И вот эти законы Ликурга так или иначе до конца спартанской государственности протянули. Параллельно с этим в Греции идет формирование другого сильного полиса – Афины. И Афины – это город, который, в отличие от Спарты, это государство, которое управляется по другим законам. Более того, из сопредельных государств они выкупают людей из рабства и приглашают их в Афины. И в Афинах начинается невероятный взлет ремесленников, невероятный взлет людей, которые занимаются науками, которые занимаются ораторским искусством, философией. И, собственно говоря, там появляется много мыслителей, много государственных деятелей. Там есть суд, все граждане там равны перед законом. То есть это такая вот настоящая демократия. Здесь, конечно, есть риск скатиться, что вот, значит, Спарта, такое абсолютистское, аристократическое государство против такой вот демократической государственности Афин. Но давайте сразу расставим точки над «и». Демократия – это форма управления обществом. А если говорить о политике Афин, то она, конечно, была такой же хищнической и захватнической. Они отправляли свои суда по Черному и Средиземному морю, они осваивали колонии, кто-то к ним присоединялся добровольно, где-то они, значит, делали где-то они захватывали землю огнем и мечом, что называется, и устраивали вот такую свою колониальную систему от Италии до теперешней территории Крыма. Поэтому и Афины, и Спарта, конечно же, занимались захватом территории. И вот эти два города-государства начинают параллельно расти, расширять свое влияние, и, безусловно, между ними начинаются трения, потому что уж слишком они разные. И влияние Спарта растет на соседей, и влияние Афин растет на соседей. И вот эти государства должны в силу своей разной природы столкнуться. Это произойдет, но произойдет чуть позднее, потому что на горизонте появился мощнейший, сильнейший враг. Враг не только Спарты и Афин, враг всей Греции. Я говорю сейчас о Персии. К 539 году до нашей эры персидские цари покорили Малую Азию, Вавилон, Египет, Палестину, Сирию. Это мощнейшая держава, которая постоянно расширяет свои владения, расширяет силой очень хорошо вооруженной армии и потрясающего флота. Греция в этот момент тоже находится на пике своего расцвета. Греция — это прежде всего, я говорю об Афинах и, конечно, о Спарте, о герое нашем сегодняшнем. И вот, собственно говоря, в 500 году до нашей эры начинаются греко-персидские войны. Персы идут
вступают на территорию Греции. Персидский флот, достаточно хорошо оснащенный, внезапно появляется у берегов Греции, близ города Марафон, недалеко от Афин. И вот, собственно говоря, отсюда идет понятие, отсюда идет миф о марафонской дистанции. Понятно, что жители Афин сами не в состоянии были справиться с персами, и они отправили гонца в Спарту. Спарта на тот момент уже совершенно обросла легендами за счет своей непобедимой фаланги, потому что люди, которые с детства умеют только воевать, законом им запрещено отступать. Собственно говоря, вот пословица, которую я сказал в начале эфира, «со щитом или на щите». Это мать говорила сыну, который шел в бой: возвращайся со щитом, который ты держишь в руке, либо на щите, потому что трупы убитых домой приносили на щите. Спартанская армия не отступает, это просто запрещено. И вот, собственно, миф о марафонской дистанции, он берет свое начало со времен греко-персидских войн. По одной из версий, афинский гонец побежал в Спарту, и он бежал всю эту марафонскую дистанцию, не останавливаясь. Прибежал к спартанцам и сказал: на нас напали персы, помогите нам. В этот момент у спартанцев спортивные состязания, они ждут новолуния или полнолуния, новолуния, кажется, и они говорят: мы до новолуния выступить не можем, сейчас новолуние будет, обязательно придем. Но они не успели, потому что битва произошла без них. Вторая легенда — это после того, как греки жители Афин одержали победу над персами в марафонском сражении, их гонец прибежал в Афины, всю эту марафонскую дистанцию он пробежал и сказал: мы победили, и упал замертво. Третья легенда, что это вообще относится не к марафонской битве, а к более позднему морскому сражению, Саламинскому сражению, в результате которого объединенный греческий флот нанес поражение персам, и, значит, соответственно, вот тогда в Афины побежал гонец, и он тоже умер. Но в любом случае, вот марафонская дистанция — это дистанция, которую бежал вестник, то ли бежавший за помощью, то ли бежавший с хорошей новостью. Битву при марафоне греки выигрывают, но персов это не останавливает. Персидский царь Дарий умирает, и на его место, на престол персидский, садится царь Ксеркс, царь всех царей, как его называли. Он собирает огромную армию, причем эта армия состояла не собственно из персов, а из всех подчиненных территорий. Более того, он отправил гонцов во все греческие полисы и говорил: присоединяйтесь к нам, потому что я иду завоевывать Грецию. И вот, собственно говоря, в Афинах Афины подписывают союз со Спартой, это такой первый греческий союз, и вот там принимается решение, как все-таки с персами воевать, потому что выбора два. Спартанцы говорят: надо воевать в пешем строю, но персов очень много по разным характеристикам, ну, историки вернее, мифология говорит о 1,5-миллионном войске, но, скорее всего, там было 80-100 тысяч персов. Одолеть их было тяжело, поэтому Фемистокл, это афинский военачальник, он сказал, что он выбрал воевать с персами на море. И здесь опять свою роль сыграл Дельфийский оракул, когда Афины прислали в Дельфы посольство и говорят: как нам защититься от персов? И Пифия сказала им: защититесь за деревянными стенами. Ну, жители Афин вышли и говорят: ну, она, как, наверное, все-таки лавровый лист, не так действует. Как можно защититься за деревянными стенами? Это что она имеет в виду? Их сожгут. И потом кто-то, либо кто-то в храме, либо кто-то позже, начал трактовать это, что деревянные стены имеются в виду стены корабля. Греки начали строить флот, они построили 200 триер. Триера, вот посмотрите, как она выглядит. Это такое судно, которое может управляться парусом, но в основном оно управляется веслами, что делает ее суперманевренной. Вот, и 200 таких судов — это достаточно мощный маневренный флот, на который этот греческий союз, в частности, будет опираться в войне с Ксерксом. Ксеркс выдвигается, он идет двумя путями: армия идет по суше, и персидский флот идет по морю. Флот отстает, потому что на море начинается шторм. Ксеркс, как человек мудрый, решает с морем справиться. И сначала он к морю обращается как царь и приказывает ему утихомириться, но поскольку он не древнегреческий бог, море ему не подчиняется, тогда этот мудрый человек
море начинает сечь батагами. Но море, в общем, от этого тоже не успокаивается. Тогда он начинает сечь море железными цепями. Ну, тут море, конечно, понимает, что против железных цепей уже сложно, и успокаивается. Флот двигается дальше. Просто чтобы понимать, как принимались решения в тот момент. Вот это общество, которое очень мифологизировано. Вот море должно подчиниться царю. Дельфийский оракул сказал укрыться за деревянными стенами. То есть вот это вот история, когда человек живет в мире реальности и мифологии, она, конечно, очень велика. На дворе 481 год до нашей эры создается Илинский союз. Здесь надо сделать такую жирную галку. Во главе союза Спарта, не Афины, потому что спартанцы воюют лучше. Они воины, они во главе этого союза. Ксеркс, который высек к этому моменту море, переправляется через Геллеспонд и движется на территорию Греции. И командование греческих войск решает принять битву в Фермопильском проходе. Это довольно узкий проход, который по ширине был 60 шагов. Но если шаг это, наверное, 1,5 метра, то значит 60-90 метров было расстояние. В чем преимущество? Огромная армия персов, ты делаешь заградительные укрепления, и за этими заградительными укреплениями ты небольшим количеством можешь противостоять персидскому войску. И это очень долго происходит. Персидские войска Фермопильский проход взять не могут, они несут поражение за поражением, они используют лучников, они используют метание камней, ничего не помогает. Греки стоят насмерть и персов не пускают. Но в какой-то момент находится предатель в греческом войске, зовут его Ифиальт. В знаменитом фильме про 300 спартанцев он изображен горбуном, которого не взяли в армию. На самом деле не ясно, как он выглядел, не ясно, какие мотивы им двигали, но он греческое войско персам сдал. И это вообще один из уникальных случаев, когда наряду с героем, царем Леонидом Спартанским, имя предателя тоже мы все знаем. И вот этот предатель указал дорогу, узкую тропинку, которая позволяла Фермопильский проход обогнуть и зайти в тыл греческому войску. Тропинку сторожили союзники спартанцев, их персы достаточно быстро смели и начали двигаться в тыл, но спартанцев предупредили, что, собственно говоря, ребят, в персы заходят вам в тыл. И тогда вот спартанский царь Леонид, он сказал, что, дорогие союзники, вы уходите, потому что бессмысленно, они в этом ущелье нас сомнут. Я остаюсь, со мной 300 спартанцев, на самом деле их было больше, там были, конечно, не только спартанцы, остальные греки там тоже сражались. Но по легенде он сказал, что, собственно говоря, если бы у меня была даже 1000 воинов, я бы персов не победил, их слишком много. А для того, чтобы геройски умереть, мне хватит 300. И вот эти 300 человек сражаются насмерть. И вплоть до того, что царь Ксеркс, он приходит в такую ярость, что вводит в бой последний резерв, свою гвардию, гвардию бессмертных, которая, в общем, в конце спартанцев сметает. Спартанцы уже бьются, копья все сломались, они бьются короткими мечами, они идут в рукопашную, в общем, бьются, они стоят действительно насмерть, но в конце их всех до одного убивают, и когда Ксеркс приходит осматривать место боя, он видит убитого царя Леонида и приказывает отрубить ему голову посадить на кол и, значит, нести впереди своего войска, чтобы устрашать остальные греческие войска. После этого, впоследствии, в Фермопильском ущелье будет поставлен памятник, на котором сидит лев, и надпись, посмертные по легенде слова царя Леонида: «Путник, знай, что здесь мы гордо стояли насмерть и исполнили свой долг». Это вот памятник 300 спартанцев, которые погибли во главе с царем Леонидом. А здесь же две важнейших пословицы, да, когда персы направили спартанцам послание, что у нас столько лучников, когда они будут стрелять, их стрелы закроют солнце. Спартанцы ответили: ну нормально, значит будем сражаться в тени. И второе послание, когда уже на 5-й, по-моему, день битвы в Фермопильском проходе Ксеркс сказал, что он дарует всем жизнь, если спартанцы сложат оружие. На что спартанцы ему ответили: приди и возьми. Надо сказать, что Персия, которая по ресурсам, по численности войск, по вооружению кратно превосходила Грецию, победить не смогла. Ключевой битвой стала битва, которая называется Саламинское сражение, битва у острова Саламин, 480 год до нашей эры. Огромный флот персов заходит в бухту, там стоят маневренные
греческие суда, которые строй за строем вводят в бой корабли, начинается волнение моря, персидские суда сталкиваются друг с другом, возникает суматоха, в конце концов греки это сражение выигрывают. И, собственно говоря, вот эти греко-персидские войны, которые шли 50 лет приблизительно, заканчиваются полной победой Эллинского союза, то есть Греческого союза, и греки даже заходят на территорию Персии, и вот уже в Малой Азии они, значит, получают себе какие-то территории. То есть персы были, конечно, совершенно позорно и совершенно неожиданно для них самих разгромлены, хотя превосходили своего соперника по множеству параметров. И здесь начинается период, который называется Пентакотаэтия, то есть 50-летие. Это изгнание персов с территории Балканского полуострова. И вот это 50-летие торжества Древней Греции, когда Греция абсолютно возвысилась, и это период доминирования Афин. Спарта в этот момент устраняется от общегреческой активности, потому что идет борьба, как я вам уже сказал, за заморские владения Персии, которые греки отвоевывают. Афины становятся политическим, культурным и экономическим, что очень важно, центром, потому что по Греции распространяется афинская монета. Это время, 430-е годы до нашей эры, оно связано в основном с деятельностью такого афинского реформатора Перикла, очень известного. Вот. И в конечном итоге Афины начинают расширяться, они начинают настолько доминировать, что Перикл меняет курс с вот такого демократического на более военный, более милитаризованный. И тут он неизбежно вступает в противоречие со Спартой. И вот недавно еще демократическое общество, которое меняет вектор и становится таким вот большим агрессивным хищником, оно побуждает хищника, который всю жизнь свою занимается только войной, вступить в противоборство. И начинается большая Пелопоннесская война. То есть только что отбились от чудовища в виде персов, поэтому вместо того, чтобы жить мирно, надо, конечно, порубить в капусту друг друга. Чем греки начинают заниматься. И вот, собственно, начинается война внутри самой Греции. Возникают два союза: Делосский союз во главе с Афинами и Пелопоннесский во главе со Спартой. Здесь надо сделать важное отступление. Спартанцы присоединяли раньше территории, всех завоеванных обращали в рабов. К этому времени они стали уже умнее, и они, завоевав территорию, ставили ее в зависимость от себя. Территория платит дань, но никого в рабов они больше не брали, потому что они со своими илотами справиться не могут, которые могут восставать постоянно. Одной из причин войн, одной из причин этой Пелопоннесской войны было то, что в Спарте произошло восстание рабов. И спартанцы обратились за помощью к Афинам. Афины прислали войско, и войско увидело, что эти илоты, эти рабы, это не какие-то там индейцы или чернокожие, условно, как потом будет привезенные, это такие же греки, которых держат как скотов спартанцы. И спартанцы поняли, что сейчас такая история может получиться, как-то мы их зря, Афины-то позвали, они сейчас с илотами объединятся и нас всех, значит, здесь порежут. Поэтому они сказали Афинам: дорогие Афины, спасибо, что прислали войско, война закончена на этом, в вашей помощи мы не нуждаемся, идите домой. Афинян это сильно оскорбило. И вот это вот один из таких моментов, который начал войну. Но на самом деле, конечно, самая главная причина — это рост экспансии Афин. Спарта боится, что Афины расширятся настолько, что весь свой образ жизни принесут к стенам Спарты и, собственно говоря, развратят спартанское общество. Люди, значит, скажут, что вот это равенство и эта бедность постоянная, она будет никому не нужна. Государственный строй будет меняться, и Афины просто поглотят Спарту. И, в общем, начинается эта война, которая делится на два периода. Первый период называется Архидамова война по имени царя Архидама, спартанского царя. Здесь вовсю проявляются два базовых тезиса, о которых я говорил в начале. Афины — государство моря, Спарта — государство суши. Афины воюют на море, флот подходит к берегам, высаживает десант или сжигает немногочисленный спартанский флот и таким образом, значит, выигрывает сражение. Спартанцы
используют тактику сухопутных набегов. У них сухопутные войска дерутся лучше, и они на земле своих противников побеждают. Спартанцам помогла чума. Когда они подходят под стены Афин, начинается чума, и жители укрываются за стенами. Естественно, внутри, в замкнутом пространстве, чума разносится очень быстро. Это было одно из тех событий, которое привело к заключению мира. Кстати, вот о стенах, это очень важно. Да, спартанцы умеют хорошо воевать. Да, но они ничего кроме этого не умеют. Наука не развивается. Спартанцы не умеют штурмовать города. Они могут окружить город в кольцо и ждать измором, пока кончится вода и еда. Вот это штурм города. Они не знают, как брать каменные стены. У них нет никаких стенобитных орудий, потому что у них не развита наука. Вот. И, собственно говоря, Афины взять они не могут, но начинается чума, и в конечном итоге в 421 году Никий, это афинский полководец, он подписывает с Пелопоннесским союзом мир. И первый период войны заканчивается. Заканчивается, будем говорить, в ничью. Но заканчивается недолго. После этого начинается Ионийская война, которая длится практически почти 15 лет. Греки начинают экспедиции, военные экспедиции захватнические на территории, которые зависят или подчинены Спарте, но не находятся на самой территории полуострова. Они атакуют Сиракузы. Сиракузы — это, собственно говоря, уже Италия, вот они где находятся. Туда приходит Афинский флот, и в битве при Сиракузах его сжигают к чертовой матери. Спартанцы встают лагерем 18 километров до Афинских стен и контролируют территорию. После этого Афинский флот в 406 году одерживает еще одну морскую победу при Аргинусских островах, но в ответ через год их собственный флот афинские спартанцы уничтожают. И здесь надо сказать важное, что спартанцам на помощь приходят персы. Ну, тоже приходят, понятно, не просто почему-то. Они дают денег, чтобы спартанцы построили флот. И вот с помощью персидских денег Спарта строит флот, который умеет теперь побеждать флот Афин. Ну, для персов междоусобица в Греции — это вообще во. Потому что недавно еще мы, значит, этих гордых греков не победили, сейчас они дерутся друг с другом, давайте одного поддержим, и потом, значит, когда они будут друг друга есть, мы уже придем и доедим их всех. Ну, у персов в любом случае это не получилось, но надо сказать, справедливости ради, не только захватническими мотивами была продиктована поддержка Спарты, которую персы оказывали. До этого и спартанцы, и афиняне, они в качестве наемников участвовали уже в персидской междоусобице. То есть там в этот момент вы понимаете, что когда начинается война всех со всеми, то люди умеют только убивать. Персы помогли спартанцам, спартанцы построили флот, и за счет этого, в общем, они выигрывают войну. В 411 году в Афинах переворот, свержение демократии и провозглашение олигархии. Да? Спартанцы дожимают Афины в этой войне, и в 404 году Афины лишаются права иметь большой военный морской флот, они отказываются от всех своих заморских владений, и они срывают стены. Это тоже очень важно. Да? Ну, если ты умеешь брать города, то можно, в общем, стены и не срывать, достаточно там какие-то там технические способы использовать. Нет, стены Афин, которые простирались от города до порта Пирей, они были срыты. И вот в этот момент, собственно говоря, Спарта возвышается. Безусловно, война, тем более такая длительная, она всей Греции наносит ущерб. Крестьяне обезземеливаются, по всей стране прокатываются вот эти войска, которые постоянно хотят есть, пить, они грабят города, они грабят деревни, насилуют женщин, убивают людей. Все как на обычной войне происходит. Греция ослабла. Все греческие полисы начинают междоусобно воевать друг с другом. В этот же момент, правда, из хорошего для общественной и культурной жизни, взлет в философии, в развитие наук, искусств, это Платон, это Аристотель, то есть имена, которые вы знаете. Но, тем не менее, общий упадок в Греции наблюдается. Спарта — победитель войны.
Спарта назначает губернаторов на подконтрольной Спарте территории. Она казнит всех своих противников, или большинство из них, которые сражались против Спарты. И, собственно говоря, начинает невероятно усиливаться. Заканчивается это чем? Понятно, что когда ты устанавливаешь гегемонию, ты остановиться не можешь. Ты должен подчинить себе все. Ты взял один полис, потом второй, потом третий. Здесь ты казнил человека, поставил своего наместника. И вот Спарта занимается всем этим. В итоге против Спарты начинается греческое восстание. И здесь уже Персия, которая недавно Спарту поддерживает, начинает поддерживать ее соперников. Потому что задача Персии, чтобы на территории греческих полисов не было ни одного серьезного соперника. И, в общем, вот в этот момент начинается закат Спарты. Спарта какое-то время остается абсолютным гегемоном греческого мира, но вот эта череда восстаний рабов, череда союзов полисов, которые не хотят давления, доминирования Спарты, она, в общем, государство постепенно обескровила. И тут тоже очень важно, потому что вот когда Афины были гегемоном Греции, они позволяли везде демократическое устройство, они поощряли торговлю, науку, культуру, что очень важно. Спарта этого ничего не поощряет, потому что она считает, что общество должно быть военным, равным и, в общем, если не сказать нищим, то бедным. Это немногим нравится, потому что уже в тот момент аристократия всех городов, она живет совершенно по-другому, она привыкла к другой жизни, и к этой аскезе, вот к этому аскетизму никто уже не готов, с одной стороны. С другой стороны, сами спартанские цари и спартанские воины, они когда приходят в другие города, они видят, что там другая жизнь. Там другие бытовые условия, там есть какие-то амфитеатры, на которых дают представления, какие-то греческие трагедии разыгрываются. Они видят, что у людей есть досуг, что у людей есть другая бытовая жизнь. Им тоже этого хочется. И спартанское общество, его верхушка потихонечку начинает всю эту роскошь в себя впитывать, начинается расслоение общества. Одни спартанцы бедные, другие богатые, но вроде бы пока все еще равны, а здесь еще категория неграждан, которая вместе с ними начинает воевать в одной фаланге, но гражданами не является, а тут еще рабы, которые постоянно угрожают восстанием. В общем, спартанское общество начинает разлагаться. И, собственно говоря, в этот же момент в Греции появляется еще один сильный центр, уже третий. Есть Афины, есть Спарта, и теперь есть Фивы, которая это греческий полис, который тоже набирает вес. И, собственно говоря, они начинают воевать со Спартой. Они Спарту побеждают, но теряют своего царя. Погибает их царь Эпоминонт. И вот эта победа, которая Фивам дается очень тяжелой ценой, они ослабевают Спарту, но в тот же момент Фивы начинают разваливаться. Греция приходит в то состояние, когда у греческого мира нет лидера. Были Афины, потом была Спарта, потом на короткий промежуток времени были Фивы. Сейчас в Греции лидера нет, Греция ослабла, Греция, благодаря вот этому огромному количеству войн, несла огромные экономические потери. В Спарте из-за войны постоянная убыль мужского населения. Я вам уже приводил цифру. Сначала было их 9 тысяч, осталось 1000. То есть все это обескровило Грецию. Прежде всего обескровило Спарту, потому что страна несколько столетий была заточена исключительно на войну. И вот тут, на периферии греческого мира, внезапно вырастает еще одна мощная сила. Это Македония. Македонцев греки воспринимают вообще как варваров. И они не замечают, как эти варвары начинают тоже торговать, начинают путешествовать, начинают усиливать свою государственность. И, в общем, происходит так, что Филипп II, царь Македонии, он начинает завоевывать Грецию. Он приходит к стенам Спарты, и именно он пишет им эту знаменитую записку: «Если я вас завоюю, если я строю стены, если». Филипп с мощной македонской фалангой начинает завоевание Греции. И дальше Македония понесет на себе вот этот вот заряд эллинской культуры. Македонцы начинают доминировать над Грецией. Они завоевывают много полисов, они подчиняют себе Афины. Знаменитая македонская фаланга становится вообще главным
военным искусством того времени. Филипп II, правитель Македонии, умирает, но рождается его сын Александр Македонский, которого вы все хорошо знаете. И вот здесь уже совершенно другая история начинается, потому что Александр Македонский, он становится в какой-то мере спартанцем еще больше, чем спартанцем. У него еще более милитаризированное общество, которым он управляет. Там нет, там, конечно, развиваются и науки, и искусство, но он, во-первых, он гениальный военачальник, он потрясающий оратор, он объединяет под собой войска эти хорошо воюют, и его следующий миф, его идея, которой им овладевает, это не просто объединить Грецию и Македонию, это бросить греческий мир за границу, это распространить его. Он начинает завоевание Персии, он объединяет все греческие войска и идет наступление на Персию. Надо сказать, что спартанцы, которые, как я вам уже говорил, не трусили и не отступали, это единственный случай в их истории, когда они в войско Македонского не пошли. И когда Македонский победит персов, он соберет 300 доспехов самых богатых и самых выдающихся персов, пришлет их в Афины и напишет: это дар греческому народу от воинов Македонии и Афин, от всех греческих героев, доблестно павших на поле битвы, кроме спартанцев. Македонский начинает управлять этим греческим государством, но это совсем другая уже история. Он завоюет Персию, он завоюет Египет, но суть в том, что спартанское общество, которое вот несколько веков было главным таким вот милитари-центром Греции, оно постепенно начинает распадаться. Союзники от него откалываются, людей становится меньше, она теряет влияние. И, в общем, забегая вперед, Грецию потом поглотит Римская империя, и Спарта станет вообще таким туристическим центром, куда римляне будут приезжать и говорить: слушайте, а вот реально, да, вы только воевать умели, ваши вот отцы несколько поколений, а правда детей вы со скал скидывали. Ну, то есть такие вот, туда будут привозить, грубо говоря, экскурсии, на которых будут говорить: вот тут когда-то легендарные спартанцы жили, и это была такая нация воинов. Вот через несколько столетий эта нация пронесла себя, она осталась в легендах как выдающаяся нация воинов, как люди, которые никогда не отступали, как люди, которые умели лучше всех воевать, как люди, которые жили бедно, жили аскетично, но были обществом равных. Вот такая вот история Спарты. В конце этой истории я хочу сказать, что за многие сотни лет своего существования Спарта породил очень много выдающихся воинов, выдающихся бойцов, выдающихся царей и выдающихся военачальников. Но на территории Спарты не родилось ни одного оратора, ни одного философа, ни одного деятеля науки. И в конечном итоге вот такой дисбаланс, когда ты умеешь только воевать, а больше ничего, это общество обрушил. И о Спарте мы знаем только то, что вот это какие-то были легендарные воители. На самом деле это было, безусловно, это правда, но вот история Спарты говорит о том, что общество должно развиваться плавно и равномерно во всех областях. Ты не можешь иметь только сильную армию и ужасающую экономику. Ты не можешь иметь только сильную экономику, но у тебя будет отсутствие армии. Ты не можешь иметь общество, которое не стремится к бытовым удобствам, потому что они двигают всю науку вперед. Вот это общество меча осталось в легендах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за внимание.